Всем привет, ребятки. Некое небольшое предисловие, наверное, скажу, что с теми, с кем не знаком, потому что я вижу, что постоянно у нас команда растет, и мне кажется, что у нас уже миллионы. Меня зовут Саша, Александр, кому как удобно. В Хало я давно. Рад здесь оказаться. Так что, надеюсь, сегодня поделюсь с вами полезной информацией для вас. Я не знаю ваш уровень на сегодняшний момент, поэтому здесь собрано очень много будет информации касательно швейцарского стиля. А, Не только основ каких-то, да, но и каких-то более глубоких моментов в этом стиле. Поэтому, если вдруг что-то для вас будет знакомо, я буду только рад, если вы поделитесь, к примеру, какой-то дополнительной информацией в комментариях. Это было бы очень круто, чтобы был некий симбиоз моих мыслей и каких-то моего видения и вашего видения ваших мыслей. Итак, швейцарский стиль или же интернациональный стиль это направление графического дизайна, связанное прежде всего с швейцарской типографикой. Швейцарский стиль рассматривается как одно из наиболее важных явлений в графическом дизайне. Данный стиль также считается одним из важнейших проявлений дизайна. А, Очень многие дизайнеры используют этот стиль в своей работе, хотя даже могут об этом не подозревать. То есть что-то делать, да, но при этом не понимать, что это какие-то принципы швейцарского стиля. На чем базируется швейцарский стиль? В первую очередь он состоит из трех основных направлений, которые как бы вобрал в себя из этих трех направлений самое лучшее. Это Баухаус, Дистейл и новая типографика. По сути, три вот эти стиля, которые существуют, да, ну, можно сказать, что здесь два стиля, это Bauhaus и Distale, а новая типографика Яна Чехольда, если кто не читал, очень рекомендую. Это принципы работы с типографикой, которые вошли в швейцарский стиль. По сути, Ян Чехольд является одним из основоположников швейцарского стиля, ну, так считается. Этот стиль появился в 30-х годах 19-20 века. Вот, об этом мы поговорим, насколько время еще также повлияло на развитие и, в принципе, этот стиль. Почему данный стиль считается одним из самых сложных стилей, одним из самых сложных направлений в работе для дизайнера? Почему он так ценен? В первую очередь сложность заключается в том, что в этом стиле не существует, точнее, не используются различные приемы, которые мы с вами привыкли видеть на различных площадках по типу Behance и Dribbble. То есть это какие-то блюрчики, это какие-то там скругленные уголочки у различных элементов, это всякие плашечки и различное лишнее, по мнению дизайнеров швейцарского стиля, лишние элементы, которые просто усложняют макет, но при этом не добавляют ему э, важности. То есть эти элементы служат исключительно как декорационный элемент. Вот. Я здесь прикрепил некоторые ссылочки. Они просто так иногда рандомно будут встречаться. Это вот, допустим, ссылка на анимированные плакаты в стилистике швейцарского стиля. И также вот Инстаграм Джанды, Михаила Джанды, Майкла, наверное, Джанды, правильно сказать. Его посты в Инстаграме очень часто используют стилистику, которая была в Swiss. Можно назвать это нео-швейцарский стиль, поскольку это уже современная интерпретация того времени. Итак, из истории. Баухаус. Баухаус — это школа дизайна. Я думаю, что большинство из вас слышали об этой школе, как минимум где-то что-то слышали точно. Возможно, не читали, но в целом как бы она на слуху. Основателем этой школы является Вольтер Гропиус. Вот как образовалось слово Баухаус?
строить дом. То есть все максимально просто. Согласно манифесту Гропиуса, в школе создавали новое здание будущего, где все сольется воедино. Архитектура, скульптура, живопись, дизайн. Что эта школа дала швейцарскому стилю? В первую очередь это функциональность, геометрию и базовые фигуры. Давайте детально расскажу. В этой школе все специалисты, все преподаватели старались обучать своих студентов таким образом, чтобы они пробовали максимально разнообразный спектр профессий для того, чтобы они могли понимать, как работает, допустим, архитектура или там как работает, ну, не архитектор, а ландшафтный дизайнер, скажем так. Как работает графический дизайнер, как работает художник. И это позволяло выпускникам уже этой школы эти навыки, которые они получили из разных сфер дизайна, применять в какой-то одной области. То есть, зная принципы и правила в одной сфере, да, ты можешь их применить в другой. Это как на сегодняшний момент мы с вами можем вдохновляться, к примеру, анимацией в различных видеороликах или фильмах и применять эти принципы, правила для своих макетов, для дизайна, ну, допустим, тех же сторис в Instagram, не знаю. Это, скажем так, очень крутая помощь дизайнеру, который развивается не только в одном направлении, не только в сфере, к примеру, веба, да, но и развивает другие навыки для себя. Так, также здесь есть ссылочка на более детальную историю Баухауса, если кому будет интересно почитать. Второй стиль, второе направление, которое повлияло, это новая типографика Яна Чихольда. По факту это сборник правил, которые Ян Чихольд или Чихольд собрал воедино и презентовал в виде книги, которая называется «Новая типографика». Вот. И эти принципы вошли в швейцарский стиль. То есть это отказ от декоративных элементов, простая и ясная композиция, применение одной гарнитуры, активное использование контрастов. Контрастов в данной ситуации я имею в виду контрастов по размеру в первую очередь. Если мы говорим о типографике, то здесь больше контраст имеется в виду по размеру текста и по начертанию. И также использование фотографий. Это основные принципы, которые Ян Чихольд, можно сказать, подарил швейцарскому стилю. И третье, это группа Distale. Данная группа получила свое название от одноименного журнала во главе с директором Тео Ван Десбургом, голландский художник и теоретик. Это журнал, который выпускался в Голландии, соответственно. Позднее, я думаю, вы работы видели в этом стиле, работы Мондриана, да, еще есть такой стиль, который называется мондрианизм. Это, по сути, вот неопластицизм, мондрианизм и группа Distale, можно сказать, что это все единое между собой, это все переплетено очень сильно. В дизайне интерфейсов вы этот стиль точно видели на примере Windows 10, это Metro стиль, который базируется как раз на принципах мондрианизма. Это такая сеточка и все такое. Так, принципы, которые повлияли. Решетки, то есть сетки, которые используются в неопластицизме. Первичная триада цветов, это синий, желтый, красные цвета. Поскольку на тот момент, когда когда появился швейцарский стиль, и на время, когда был вот популярна группа Distale, цветовая палитра была довольно-таки скупа. Почему? Поскольку были войны, и, соответственно, производство было не настолько развито, поэтому уйти в некие контрастно яркие цвета, которые выделяются или которые очень сильно контрастируют с окружающей средой, это было очень, скажем так, правильное решение. Об этом мы чуть позже еще поговорим. И ритмика прямого угла. То есть в основном все формы были привязаны к каким-либо углам, либо вообще просто к линии. Подведем небольшой итог. Я каждую главу разбил на некие такие тезисы, и по мере их прохождения буду стараться говорить про какие-то итоги, чтобы информация хоть немножко как-то структурировалась. Итак,
Швейцарский стиль состоит из 3 основных направлений. Это направление Баухаус, Дистейл, новая типографика. Это те, что повлияли, да. Что они привнесли? Баухаус — функциональность, геометрию и базовые фигуры, что между собой взаимосвязаны. Геометрия и базовые фигуры, да. Дистейл — решетки, сетки, первичная триада цветов, ритмика прямого угла. И новая типографика привнесла отказ от декоративных элементов, простая и ясная композиция, применение одной гарнитуры, активное использование контрастов и использование фотографий. Идем дальше. Цель данного стиля. Что вообще преследует швейцарский стиль? Какая его задача для окружающего мира, да, для людей? Поговорим об этом. Итак, в первую очередь это нейтральность. Представители швейцарской школы стремились отойти от любого контекста и агитации в послевоенный период. Это стремление стало особенно актуальным, ведь все вокруг было насыщено пропагандой того времени. Думаю, да, ни для кого не секрет. Все видели плакаты, как американские, европейские, советские, где, вот как справа, на слайде справа, где очень была сильная агитация, все было очень эмоционально и наиграно, призывало к каким-то действиям. Чаще всего эти действия должны были на что-то вас сподвигнуть. Швейцарский стиль полностью от этого отказался, как и, в принципе, сама страна. Я думаю, это такой менталитет своего рода повлиял на этот стиль, что Швейцария сама некое такое государство, которое нейтральное, ни вашим, ни нашим. Вот. И это перекочевало в графический дизайн. В плакатах это выражалось таким образом, что есть исключительная информация, и эта информация передается максимально четко, без какого-либо намека на на какую-либо агитацию, да, то есть все было максимально нейтрально, подавалось только в виде фактов, и выглядело это максимально правдиво. Функциональность. Основы швейцарской школы закладывались в 1900-1960-е годы. Первое послевоенное десятилетие демонстрировало тенденцию быстрого экономического и культурного развития. То есть функциональность в данном ключе я подразумеваю следующее, что данный стиль позволил... Почему он стал популярен? Почему он был популярен? Он в себе вобрал некие такие максимально простые и понятные для дизайнеров и для производства правила, которые максимально легко можно было реализовать максимально быстро и максимально просто. Была ограниченная палитра цветов, было ограниченное количество шрифтов, и это давало возможность сделать все плакаты максимально быстро и максимально качественно. Вот. Жизнь ускорялась, времени становилось больше, у бизнеса появлялись необходимость быстро производить рекламные сообщения, а у покупателей быстро их изучать. Тоже очень немаловажный фактор, что жизнь стала намного быстрее, и, соответственно, на восприятие информации не было времени. Продукты появлялись также быстро, начали появляться все быстрее. И, соответственно, при выходе продукта уже должна быть какая-то рекламная, скажем так, акция быть подготовленная. И, соответственно, скорость ее производства должна была быть максимально быстрой. Вот. И восприятие этой информации. То есть, как и сейчас, все ездят на машинах, да, особо нету времени рассматривать рекламу на улице. Поэтому билборды должны быть максимально простыми в восприятии. То есть это должен быть какой-то громкий заголовок, что-то максимально короткое, что можно сразу же считать за несколько секунд. Дорого, долго и сложно не приветствовалось в данном стиле. Универсальность тоже один из немаловажных моментов. Работа должна быть максимально универсальной. То есть продукты, точнее компании, начали распространяться не только на какой-то небольшой регион, а могли выходить за границы страны или же на границы всего мира. Соответственно, свою продукцию необходимо было демонстрировать таким образом, чтобы она была максимально понятной для всех.
То есть это, скажем так, порог вхождения в какой-то продукт, он в плане финансов, имею в виду, он падал. То есть если раньше все было, реклама была для богатых, то со временем, когда заработок у людей начинал расти, соответственно, продукт тоже для того, чтобы этим людям было чем пользоваться, и чтобы, соответственно, компании могли зарабатывать на этом, они начали снижать визуальную подачу. То есть VIP-контент стал не таким популярным, особенно в швейцарском стиле. То есть все упаковки начинали делаться максимально универсальными, чтобы в производстве их можно было сделать максимально быстро. То же самое, что и с плакатами, да, как я до этого сказал, что все нужно было делать максимально просто, максимально понятно. Соответственно, если это просто, то это легко сделать, а если легко сделать, то это дешево в производстве. Поэтому швейцарский стиль как никто вписался в эти задачи. Итак, небольшой итог. Какие цели преследовал швейцарский стиль? Это чтобы продукт был нейтральным, без какого-либо подтекста, контекста, чтобы в основном передавалась информация, о которой, по сути, говорит текст на плакате, либо на упаковке. Функциональность. Функциональность в плане того, что продукт должен быть максимально быстр в производстве и максимально универсальным. Нет, не универсальным. Быстрым, дешев в производстве и легок в восприятии. Универсальность. Для того, чтобы продукты можно было распространять на все больше и больше регионы, на все большую и большую территории, страны, континенты. Пространство. В отличие от сегодняшнего времени, в 30-е годы 20 века, что-то все вся информация подавалась в основном, это были либо буклеты, либо журналы, либо плакаты, может быть, билборды. То есть, если говорить о какой-то динамике, ее попросту не было. Если, возможно, были какие-то видео, но это было не так распространено, и, соответственно, швейцарский стиль туда еще не добрался. Поэтому пространство воспринималось буквально. У нас есть полотно, и мы на этом полотне должны что-то расположить. Это, если сравнивать с сегодняшним временем, то это очень сильно упрощало работу, я бы так сказал. Потому что если мы делаем сайт, мы должны думать еще и о динамике, о том, как это все будет двигаться, как это будет масштабироваться. То есть очень много моментов, которые нужно учесть. Если говорить о изначальном появлении стиля, то все было расчерчено, макет был плоским. То есть у нас есть одна плоскость, на которой мы что-то располагаем. У нас отсутствует глубина. Вот нет объемных фигур, эффекта перспективы. Отсутствовали различные эффекты по типу теней и блюр. Так, идем дальше. Но, как всегда, в любом правиле, как только появляется какое-то правило, в ответ на это правило появляются и... Как только появляется закон, да, появляются исключения. Только появляются правила, появляются законы, появляются исключения, которые выбиваются из этого правила. То есть были дизайнеры, которые экспериментировали, и своего рода эти исключения образуют такую веточку в швейцарском стиле, которая отличается от классического швейцарского стиля. Но в целом это все швейцарский стиль. Когда добавляются различные тени, глубина, работа со вторым планом, с третьим планом, добавление вот подобных прозрачностей, которые создают глубину. Вот работа со вторым планом, где один образ вписывается в другой. Так, что еще здесь хотел сказать? Да, появляются различные блюры, перекрытия. Очень часто элементы, которые присутствуют в макете, то есть если у нас есть какая-то информация, элементы этой информации могут становиться графической доминантой, то есть они могут использоваться как самые важные объекты на макете, то есть элементы привлечения внимания.
Воздух и напряжение. Для создания напряжения в макете элементы располагались вдоль полей или же по углам. Таким образом удавалось создавать напряжение в одном месте макета и выплескивать его в другом. Всем эти принципы уже, я думаю, знакомы на сегодняшний момент. Я думаю, я никого не удивлю этой информацией, но это базовые принципы, которые помогают, по сути, создавали этот стиль и помогают сегодня его узнавать. Когда мы располагаем элементы на каких-то углах, да, это могут быть либо углы нашего формата, в данной ситуации это там плакат, да, у нас есть 4 угла, и центр, центральная линия, там по горизонтали, по вертикали. Располагая элементы именно в углах, мы позволяем, мы как бы напрягаем это место, в хорошем смысле этого слова, напрягаем. Напрягаем для того, чтобы этот воздух, который мы здесь забрали, мы где-то использовали. И вот примеры несколько подобрал. Вот, например, здесь напрягается пространство за счет того, что вся информация очень сжата между собой, и в тот же момент весь сжатый воздух выплескивается на противоположную сторону. Создается некая горизонталь, которая делит формат на две части, да, с большим количеством информации и небольшим. И это также можно сказать, что создает некий фокус внимания пользователя. То есть, о чем это говорит? О том, что при помощи пространства, при помощи вот этих моментов с напряжением воздуха, напряжением контента и выплескиванием воздуха мы можем направлять пользователя, либо создавать важность у контента. К примеру, здесь мы можем сфокусировать внимание пользователя на вот этой фотографии. Несмотря на то, что она маленькая, она меньше вот этого текста, она привлекает на себя внимание из-за того, что вокруг этого элемента нету больше других никаких элементов, и воздух создает как бы внимание на этом объекте. Здесь же, вот в этой истории, здесь мне нравится эта работа тем, что здесь наоборот, вот такая, ну, при помощи пустоты создается ценность остального контента, который находится по краям. То есть мы как бы говорим пользователю, что не нужно смотреть на контент по краям, смотри на воздух посередине, потому что, ну, вот здесь просто пустота. Здесь ничего нет, тебя здесь ничего не ждет. И у меня лично, когда я смотрю на эту работу, возникает такое желание прочитать всю вот эту информацию, которая находится вокруг, потому что мне ее не дают прочитать именно нацеленно, то есть хотят спрятать ее от меня. И мне я начинаю спорить с автором этой работы за то, что я хочу прочитать эту информацию, дай мне ее прочитать. И, соответственно, ценность этой информации вырастает в разы. А все достигнуто, по сути, при помощи просто большого белого прямоугольника по центру. Вот. Ну и здесь пространство, которое мы выплескиваем. Итак, небольшой вывод по этим темам. Так, пространство линейное, то есть на формате, на котором мы с вами работаем, да, если это плакаты, если это брендинг, то чаще всего пространство линейное, и оно не имеет глубины. Но бывают исключения, чаще всего пространство линейное, но бывают исключения в виде личных дизайнерских приемов, которые они решили попробовать. В швейцарском стиле очень много воздуха. Воздух это, наверное, ключевое, хотя нет, это одно из ключевых. Ну да, нельзя говорить, что это ключевое, когда есть куча ключевых вещей. И напряжение. Много воздуха и напряжения, две взаимосвязи, которые работают в совокупности. Когда есть много воздуха, соответственно, где-то точно будет какое-то напряжение. Оно будет, даже если контента мало, напряжение создается при помощи размещения элементов по краям формата. Идем дальше. Типографика. Это то, что нам досталось от Яна Чехольда. Принципы правил. Да? Нейтральность. Ключевое слово для швейцарской типографики. Это позволяет говорить все и обо всем на любую тему. Смысл должен содержаться в информации, а не в гарнитуре. То есть, о чем речь? Речь о том, что швейцарцы отошли от декоративных элементов, которые могли усложнять визуал работы. Соответственно, время на прочтение информации в работе очень сильно увеличилось. Поэтому, используя эти приемы Яна Чехольда, они остановились на трех здесь, да, здесь. Остановились на трех разных кеглях.
э, желательно не больше. Иногда какой-то может добавляться четвертый кегль, но исключительно в случае, если, допустим, вы берете какой-то элемент в работе, сейчас у меня здесь, чуть дальше, наверное, тогда об этом проговорю, что иногда доминантой, я уже сказал, доминантой могут выступать различные элементы контента, да, то есть цифры, допустим, или какая-то дата, какое-то короткое слово или какая-то буква, которая похожа на контент, о котором идет речь. В таком случае может появиться четвертый размер текста, да, кегль, для создания доминанты. Чтобы стили текста четко друг от друга отделялись, и им стоит давать хорошую разницу между собой. То есть некий контраст, очень большой контраст должен быть заголовком, подзаголовком, текстом. Но желательно, опять же, как проговорю, не более 3. Контраст чаще всего встречается разница в контрасте от 2,5 раз. Основной шрифт в работе использовался Гельветика. Гельвеция – это латинское название Швейцарии. Я вот до подготовки к этой лекции не знал о том, что Гельветика переводится как Швейцария. Точнее, Гельветика переводится как швейцарский, а Гельвеция – это Швейцария в переводе с латинского. Есть отличная цитата Массимо Виньелли, итальянского дизайнера. Он говорит эту цитату в фильме «Гельветика». Тут ссылочка также будет прикреплена на этот фильм. Тем, кто не видел, обязательно советую посмотреть. Я ее зачитаю. Я не думаю, что гарнитура должна быть выразительной. Я могу написать слово «собака» любой гарнитуры. Ей не обязательно быть похожей на собаку. Но некоторые люди считают, что если напишут слово «собака», то слово должно лаять. Это как раз речь о том, что швейцарский стиль не имеет эмоций, не имеет агитационных целей. Ой, правильно нажал? Агитационных целей. Поэтому если мы пишем текст какой-то, то этот текст передает исключительно информацию. Он не служит в роли агитатора. Несколько проверенных шрифтов для швейцарской типографики, которые точно будут хорошо смотреться в вашей работе. И если у вас будет желание, пожалуйста. Я думаю, все знакомы с этими шрифтами, поэтому вот Сан-Франциско, допустим, да, айосовский шрифт также использовался в швейцарском, в швейцарском, раз, два, три, в швейцарской типографике. Итак, меньше гарнитур, да, я проговорю это все еще раз, чтобы вдруг кто не запомнил. Чем меньше гарнитур, тем лучше. Что это нам дает? В первую очередь, это дает быстрое прочтение информации, то есть мы ее намного проще воспринимаем. Это дешевле в производстве, поскольку, на тот момент это уже 20-е годы, в тот момент уже перешли на печать от станковой печати на ризографы. То есть печать стала немного проще, более доступны стали различные материалы, но все так же производство, если, допустим, встречалось в плакате большое количество шрифтов, то это было сложно и это было дорого. Как и сейчас, в принципе, да, то есть ничего не поменялось. Шрифты также стоят деньги, и чем больше шрифтов на сайте, к примеру, да, видео, тем, соответственно, дороже выйдет работа. И также это создает больше доверия. То есть, когда работа легко считывается, когда в работе нету никакого подтекста, когда текст говорит сам за себя, она воспринимается более честной, более, скажем так, правильной. Потому что нас никто не обманывает, нам ничего не пытаются написать мелким шрифтом. Хотя мелким шрифтом пытаются написать, но с точки зрения того, что прячут какой-то контент. Нет, здесь у нас все перед нами, и все доступно. Итак, проговорю несколько принципов или приемов, скорее так можно сказать, которые можно использовать в работе с типографикой в швейцарском стиле. Контраст по масштабу, о котором говорил, очень часто это используется в различных
плакатах с большим количеством цифр. Цифры, они в крупном виде выглядят эстетично, поэтому, в принципе, это можно использовать. Соответственно, цифры делаются самыми крупными, к примеру, да, вот как в этой работе. Контент под ним мельче. Контент в роли граф-доминанты. Я думаю, что такое граф-доминанта все знают, да, то есть у нас есть какой-то контент, который связан с информацией, которая подается на плакате. И, соответственно, мы можем из этого контента сделать какой-то графический элемент, который будет выразительным. Здесь это годы жизни Массимо Виньели. То есть родился он в 1931 году, умер в 2014. Вот. И таким образом, как бы мы связываем эти два числа, еще вот это соединение между ними создает впечатление, что это как очень связанные между собой два числа. Плотный набор. Один из очень распространенных приемов в швейцарском стиле, я думаю, и в вебе он часто используется, когда текст набирается близко-близко друг к другу. Но опять же, нужно не переусердствовать, чтобы текст все-таки сохранял читабельность. И это также в совокупности, если вот вернуться к предыдущим слайдам, то можно привязать к... О чем я там говорил? Сейчас скажу. Напряжение. Вот. Плотность набора создает напряжение. И в дополнение плотности набора можно расположить текст к краю какому-то краю макета, и, соответственно, в этом углу будет максимальное напряжение. Контраст по форме. Контраст по форме в типографике, именно о типографике сейчас говорю, имеется в виду, что мы используем не более 3 кеглей, и разница между этими кеглями должна быть значимой, то есть она должна быть видимой. Я вообще в работе обычно, когда мне нужно создать большой контраст, то минимальная разница будет у меня, к примеру, если я текст пишу regular, да, то заголовок будет не medium, а bold или semi-bold. То есть контраст будет через шаг в кеглях. Понятно объяснил? Вот, точно так же это работает в швейцарском стиле. Контраст по цвету. Также очень неплохой прием. Имеется в виду не просто контраст по цвету в плане там это ярко-красное, а это черное, да, и, соответственно, на черное рядом с красным там мы видим акцент на красном, допустим. Нет, здесь речь больше о том, что при помощи черного цвета, черный цвет мы просто уводим в прозрачность и создаем тем самым какой-то контент делаем более выделенным, более важным, а какой-то прячем на задний план. Таким образом, можно вот в этой работе мне понравилось, что несмотря на то, что здесь текст вот так плотно набран, внутри, можно сказать, это некое полотно, такой прямоугольник большой серый, внутри которого есть какая-то форма, которая образуется из букв или слов, которые присутствуют в этом полотне. Такой необычный, интересный прием. Флаговая выключка. Чаще всего выключка по левому краю используется, точнее даже не то чтобы чаще, а в 99 случаях используется выключка по левому краю, если это большое количество текста. Это обусловлено тем, что мы читаем слева направо, и, соответственно, так информацию проще воспринимать. Да? У нас есть четкая линия, по которой идет наш взгляд и постоянно перепрыгивает на одну и ту же линию. При этом строки не очень длинные. Швейцарский абзац. Швейцарский абзац. Я также думаю, что знакомы, что такое швейцарский абзац. Это когда у нас, допустим, у нас пишут книги там иногда с красной строки, да. Это когда мы делаем небольшой отступ. Когда сделали абзац, то создается небольшой отступ. Он составляет, по-моему, 2 шпации от края в правую сторону. В швейцарском стиле такое в принципе не используется. Это позволяет избежать лишних направляющих своего рода, да, лишних элементов в сетке, что упрощает восприятие информации. И очень легко делить информацию на блоки. То есть сразу информация воспринимается как некие прямоугольники, некие
блоки с информацией, да, можно посмотреть вот здесь. Есть вот конкретный прямоугольник, и за ним идет следующий прямоугольник. Таким образом, сразу видно, что макет состоит из неких блоков, из неких мини-прямоугольников, как это назвал. Итак, выводы по типографике. В швейцарском стиле используются неогротески, то есть шрифты без засечек, повторяемость, то есть если у нас есть контент, который по своему наполнению очень похож и несет одну нагрузку для читателя, соответственно, этот контент должен быть набран одним размером, одним начертанием, одним кеглем. Контрасты. Контраст по цвету. Контрастов на самом деле много, да, но ключевое здесь контраст по цвету и по размеру. Плотный набор. Плотный набор в швейцарском стиле также одно из ключевых правил, которого следует придерживаться. Флаговая выключка и швейцарские абзацы, о которых только что сказал. Итак, идем дальше. Что касается цвета. Здесь, в принципе, много сказать нельзя, поскольку я до этого говорил, что в послевоенное и военное время цвет использовался крайне редко, поскольку это было трудозатратно трудозатратно в плане производства и трудозатратно в плане стоимости и время затратно в плане производства. Но ключевые три цвета, о которых мы говорили, что группа Distale, у которых взяли эти цвета, это желтый, синий и красный. Дополнение, конечно же, к черному и белому. Они идут как дефолтные, скажем так, цвета. Использовались цвета без какой-либо привязки к каким-то событиям, либо к какому-то времени. Не было привязки к эмоциям, то есть не проводились никакие анализы в плане того, как отреагирует группа людей на плакат красного цвета, а как на желтый цвет. Такие техники, анализы не проводились. Цвет использовался исключительно для привлечения внимания. Чаще всего это были полная заливка полотна, допустим, красным цветом, то есть каким-то цветом. И этот цвет чаще всего, если вот брать синий, желтый и красный, они на фоне серых будней смотрелись очень ярко и, соответственно, бросались в глаза и очень сильно привлекали внимание. Либо использовались какие-то яркие пятна на каком-то однотонном плакате. То же самое. Эти элементы привлекали внимание. Итак, короткий вывод. Заливка фона, что позволяет создать яркое пятно, и контраст в среде. То есть это, как до этого сказал, что эти пятна, эти плакаты очень сильно выбивались из окружающей среды, что позволяло привлекать внимание. Швейцарская линейка. Здесь я перехожу уже к фигурам, то есть это графика, которая использовалась в швейцарском стиле. Швейцарская линейка – это один из основных этих элементов, которые сразу выделяются, сразу впечатляет, и сразу понятно, что, скорее всего, эта работа сделана в швейцарском стиле. Или, как минимум, здесь есть какие-то приемы, которые точно есть в швейцарском стиле. Линии служили для того, чтобы объединить информацию. То есть, если у нас есть много какой-то информации, и для нее существует какой-то один конкретный заголовок, то, соответственно, вот этой линеечкой мы четко могли дать понять пользователю о том, что эта информация объединена вот этим заголовком. Также могут служить разделителем, направляющий. Об этом еще также дальше чуть поговорим. Но в целом ключевое – это создание некой системы, которая понятная в работе. То есть мы сразу видим четкую структуру. Четкая структура вызывает у нас доверие. При такой верстке желательно линии ставить ближе к колонкам с информацией, чтобы между ними была более весомая взаимосвязь. Думаю, это всем понятно, да? Правила. Примитивы, имею в виду примитивные формы. Примитивизм. Квадрат, треугольник, круг
линия, все, овал. Итак, простые фигуры использовались как граф доминанта, то есть они перекочевали в этот стиль из Баухауса. При помощи фигур иногда пытались передавать физические явления. То есть здесь все просто, что по сути любая геометрия, она заполняла пространство. То есть мы хотели, иногда это были какие-то, возможно, пытались передать какие-то эмоции, и, как я описал, бывали работы, где передавались физические качества или там, допустим, волновые. Вот, к примеру, серия работ Йозефа Брокмана, Мюллера Брокмана, Мьюзика Вива. Я только 4 плаката расположил, но на самом деле их намного больше. Здесь он пытается при помощи геометрических форм передавать музыку. Здесь, вот в этой работе, не только геометрических форм, но еще и цвета и расстояния между элементами. Довольно-таки интересный и необычный опыт. Ссылочка была до этого, я там показывал анимационные, там на втором слайде, анимационные макеты, там как раз и есть анимация вот этих плакатов. Очень хорошо выполнено. Напряжение при помощи форм. Оно достигается при помощи формы, цвета, масштаба. Ну, то есть это понятно, да, что мы при помощи этих элементов наших простых геометрических форм достигаем напряжения. Либо мы делаем объекты очень крупными и по отношению к этим объектам делаем текст мелким. Таким образом создается некое напряжение между этими элементами. В дополнение есть еще и пространство, да, то есть воздух, который также создает это либо сжатое напряжение, либо наоборот больше воздуха, соответственно, воздушность. Цвет. При помощи цвета вот в этой работе очень хорошо показано, долго искал вот работу именно к напряжению по цвету, когда при помощи цвета мы можем манипулировать вниманием пользователя, мы можем говорить ему, что вот эта информация более важная, но вот это за счет того, что она крупная, она не менее важная, чем это. Вот, то есть такие спорные моменты возникают в работе, когда используется цвет, но это, наоборот, создает в работе к работе еще больше интерес. Динамика или ритм. То есть в работе используются также простые геометрические формы, при этом создается некая ритмика. В данной работе также присутствует глубина, да, то есть у нас есть некое видение объема пространства. То есть это вот эксперименты с пространством в швейцарском стиле. Также здесь мы видим динамику, да, то есть окружности, они могут либо увеличиваться в зависимости от нашего восприятия, либо наоборот уменьшаться. Контраст форм. Также очень интересный прием, когда, допустим, ровное, да, прямоугольное противопоставляется как бы скругленному, но при этом острому. Я бы назвал это более острому, таким резким формам. Да, квадраты. Это тоже своего рода некие прямоугольники, которые противопоставляются вот этому острому. При этом здесь есть динамика, а здесь статика. Здесь у нас все статично, здесь находится все на одной жесткой линии. Есть прибивка к нижнему краю, здесь к верхнему краю, а здесь динамическое движение. Сложные формы. Это второй вид фигур, которые используются помимо примитивов. Но чаще всего это сложные формы, собранные из простых. Также они, вот, допустим, в этой работе очень мне нравится передача. Здесь можно объединить все, что я до этого говорил. У нас есть напряжение в верхней строке, которое прижато к верхнему краю, при этом воздушная прослойка между графикой и текстом. Здесь есть как динамика, да, динамическое увеличение объектов. Есть физическое свойство, которое как бы давит на пространство вниз. Здесь у нас как бы плоскость, и это все давит вниз. И при этом есть противопоставление форм. Есть круглая форма и есть острые вот эти углы, острые формы. Прям вот все в одном плакате и выглядит шикарно. Вот, здесь же у нас сложная, ну, она не такая сложная, здесь больше игра с цветом, но в целом сложная форма, которая перекликается с контентом. То есть она создает некую сетку для встраивания контента. Здесь просто волны, также имеют некую динамику, некое движение. Создается впечатление, что они движутся. Ну и то же самое здесь. Увеличение солнца. Ну, я это воспринимаю как Sun Collection, да, то есть это солнце. И здесь солнце как бы далеко от нас.
Можно воспринимать это как физическое свойство. Чем солнце дальше, тем оно лучше нас греет. Чем солнце ближе, тем оно хуже нас греет. Потому что оно быстрее проходит свой зимой. Так, давайте идем дальше. Образы из фигур. Так, я, наверное, постараюсь чуть-чуть ускориться, чтобы закончить побыстрее, чтобы вас сильно не задерживать. Образы из фигур. Точно так же создаются знакомые образы из примитивных форм. Можно не из примитивных, но чаще всего примитивные формы. Ну, здесь просто речь о каком-то событии или каком-то процессе, да, и этот процесс может отображаться здесь. Это там цветок, да, если это полет, то здесь как бы движение самолета. Фигуры в айдентике. В айдентике очень, ну, я взял примеры уже скорее из сегодняшнего, современных работ. Вот. На сегодня фигуры в айдентике в швейцарском стиле используются как передача каких-то либо свойств, либо если, ну, я об этом еще позже скажу на фотографии, но в целом, если, допустим, продукт или препарат или средство не очень вызывает приятные чувства у пользователя, то, вероятнее всего, его заменят либо иллюстрациями, либо вот такими графическими изображениями для того, чтобы не отталкивать потребителя от этой продукции. Это тоже прием, который можно использовать в своей работе. Контрформа. А это вот вообще я выделяю как отдельная некая особенность этого стиля, которая отличает его в корне от всех стилей существующих. Работа с контрформой позволила перейти на новый уровень восприятия фона. Теперь он не служит лишь полотном для оформления, он является частью работы. То есть теперь, вот если мы посмотрим на предыдущие работы, да, вот допустим на вот эти работы, здесь форма, точнее полотно служит в роли рамки, некого прямоугольника, в который вписана какая-то работа. В случае с контрформой эта граница размывается. Наша работа может быть в цвет фона, к примеру, да, и она как бы уходит в глубину, и мы додумываем, что здесь может быть. Соответственно, это, ну, как бы переосмысление пространства, на котором создана работа. Вот. А сегодня, в сегодняшний день в динамике это можно показать. То есть, там, к примеру, это буква Е, да, мы начинаем скроллить, если говорить о анимации, эта буква Е может перетекать во что-то другое. За ней может быть еще что-то, то есть некая тайна такая образуется. Итак, небольшой вывод по геометрическим формам, которые использовались, вообще, в принципе, по формам, которые использовались в царском стиле. Линейка, да, базовые формы, которые перешли к нам от Баухауза, напряжение, создание напряжения различных видов, ритмика и контрформа. Идем дальше. Скоро закончим, еще 10 слайдов. Итак, изображение. Изображение в швейцарском стиле это было ключевое, что использовалось. В первую очередь фотографии брались для оформления плакатов. Почему? Потому что фотографиям верили, фотографиям доверяли. На тот момент не было никаких фотошопов, фигм и всего подобного. Все фотографии передавали истинную картинку, люди им верили. Поэтому, если брали фотографию и использовали ее в плакате, это выглядело эффектно, и это вызывало доверие. Что касается функциональности этих фотографий, то предпочтения отдавались более живым, более натуральным фотографиям, которые передают атмосферу, передают, можно сказать, настроение, я бы так это назвал. То есть фотографии правдивые и художественные. Фальшивые и наигранные образы будут восприниматься плохо. Цельность в макете. При помощи фотографий и текста можно создавать интересные работы. Я собрал некоторые приемы, которые используются в швейцарском стиле, и они отлично показывают, как может взаимодействовать текст и фото. Текст по форме похож на графику. То есть в данной работе выделяются, это шикарная работа, в которой есть две оси, и здесь у нас балерина, которая вращается,
И у этого текста лично я воспринимаю как тоже вращение у этого текста. За счет чего? За счет того, что у нас вот этот кружочек у буквы «и», он немножко смещен от самой буквы «и». Как будто при вращении вот этого текста и за счет вот этого натяжения общего, вот этот кружочек, он чуть-чуть отдалился, да, вот когда вы что-то крутите, да, происходит натяжение, получается, от центра вращения. Поэтому здесь вот я воспринимаю это как будто и происходит вращение этого текста, и вот этот кружок, он как бы натянулся в край, в правую сторону от центральной оси этого текста. Не знаю, может у кого-то по-другому воспринимается эта информация, я это вижу так. Графика задает направление тексту. Тоже классический прием, да, здесь тоже вот похожий. Когда по направлению взгляда или направлению рук можно задавать движение информации. Можно вписывать контент в изображение. То же самое здесь. Вот это пересечение. По сути, вот эта линия носа, да, она создает некую наклонную линию, для которой просто сделана под углом 90 градусов тоже линия. Шикарная, да. Вот, графика повторяет паттерн изображения. То есть здесь у нас присутствует паттерн такой сетки, крыши, который используется как основа для выравнивания текста по этим линиям. Очень интересный прием. Но что касается графики, она встречалась намного реже. Именно вот я имею в виду графические элементы, которые не составные из геометрических форм, хотя вот этот макет брать отсюда. Но в целом, допустим, какая-то иллюстрация в плакате, она не приветствовалась, потому что если приветствовалась, то она была максимально простой. В этой работе не было теней, не было никаких глубин, там, объемов. Во-первых, это связано опять же, с производством. Если мы говорим о фотографии, фотография печатается, при помощи ризографа, она печатается там несколько слоев, и уже мы видим глубину. В иллюстрации этого добиться сложнее. Поэтому чаще всего, если была иллюстрация, она была максимально примитивной, то есть это, скорее всего, плоская картинка, вот как здесь, максимум с использованием нескольких цветов. Выводы касательно графики, касательно фото. Графика использовалась в большинстве случаев растровая, то есть это фотографии. Иногда использовались графические элементы из иллюстраций, но это было крайне редко. Искренние и честные фото, то есть фотографии должны были передавать настоящие эмоции. Это должно быть не наиграно, это должно быть как будто вот просто шел по улице, сфотографировал. Единство графики и типографики. Когда элементы контента, они перекликаются, переплетаются вместе с изображением. Это выглядит круто, когда контент существует не отдельно от изображения. Сетка. Что касается сетки, это последняя тема, которую хочу затронуть. Выравнивание. Модульная сетка – главный инструмент управления графическим пространством и ритмической композицией. Упрощает понимание информации, ускоряет чтение, вызывает доверие. Сетка всегда создает впечатление порядка, поэтому это как основа в швейцарском стиле. Но также хочется сказать, что сетка строится не изначально, а она строится после того, как создан набросок. В первую очередь важен контент. Здесь подчеркивание показываю. Я о нем уже говорил, поэтому на нем останавливаться не буду. Сетка не цель, а результат. То есть сначала создается композиция визуально, то есть вы накидываете макет, смотрите, как он выглядит, и только после этого на этот макет накидывается сетка. Она подстраивается под информацию, которая размещается. Потому что подстроив контент под сетку, не всегда удается хорошо. То есть с сеткой это может выглядеть симпатично, но когда мы убираем сетку, это выглядит не очень хорошо. Поэтому в первую очередь контент, после этого использование сетки. Также сетка может отсутствовать. Это могут быть просто несколько направляющих, если контента немного. Это могут быть элементы графики, которые служат для выравнивания. Это могут быть изображения, о которых я говорил ранее. И выводы по сеткам. У сетки есть явная структура, что позволяет упростить восприятие информации
четко разделить, где что находится, и, соответственно, вызвать больше доверия у зрителя. Сетка не цель, а результат, и сетка не всегда единственный вариант для выравнивания контента. Можно выравнивать по графике, по фотографиям, по направляющим. На этом все. Ставим лайки, подписываемся на канал. В конце, как всегда, мой котик Мунк. Котиков всегда нужно добавлять, поэтому надеюсь, вам понравилось то, чем я поделился. Ссылочку, наверное, я скину в чат на презентацию, если кому будет интересно полистать. Вам большое спасибо за то, что дослушали, и до новых встреч!